Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку, которую я сочинил специально для вас. Приятного просмотра! В маленьком городке, окруженном зелеными холмами и тихими речками, находился зоопарк. Он не был слишком большим, но его обитатели привлекали местных жителей и туристов. Среди пернатых попугаев, величественных львов и игривых панд особое место занимала обезьяна по имени Чика. У нее был добрый характер, и она часто удивляла гостей своими трюками и остроумием. За Чикой ухаживал молодой работник зоопарка по имени Алексей. Каждый день он приходил к вольеру, чтобы покормить ее, поиграть и просто пообщаться. Чика чувствовала заботу Алексея и по-своему отвечала ему на доброту. Приходила к нему, пыталась разговаривать на своем языке и даже имитировала его смех. Их связь становилась все сильнее. Однажды, после сильного шторма, стало известно, что зоопарк нуждается в срочной помощи, необходимо было восстановить вольеры и обеспечить безопасность животных. Алексей, который имел опыт в строительстве, вызвался помочь. Он работал, даже несмотря на усталость, и вскоре его усилия принесли свои плоды. Однако его любимая работа требовала все больше времени и сил, и постепенно он понимал, что в его жизни можно изменить многое. После нескольких месяцев напряженной работы, когда зоопарк окреп, неожиданно Алексей получил предложение о работе за границей. Это было его давней мечтой — поехать в другую страну, изучить новые культуры и профессионально расти. Это решение дало ему возможность начать новую жизнь, но разлука с Чикой оставила в его сердце глубокую рану. На прощание он долго обнимал свою обезьяну, которая, казалось, понимала, что происходит, но не могла изменить ситуацию. Алексей пообещал, что вернется. Спустя несколько лет жизнь Алексея в новой стране шла в бурном темпе. Он успел получить свою долю успеха, но мысли о Чике и зоопарке оставались с ним, ему нравилась эта деятельность. Время шло, и, несмотря на все изменения, он часто возвращался к воспоминаниям о том, как весело было с Чикой и с людьми, которые там работали. Но у него не было возможности вернуться, пока однажды он не решил, что настало время навсегда покинуть эту главу своей жизни и вернуться в родной город. Через 20 лет, полных различных событий, испытаний и изменений, Алексей вновь оказался у ворот зоопарка. Знакомая входная арка, запах леса и звуки животных напомнили ему о том, как это было когда-то. Зоопарк изменился, стал больше и современнее, но чувства остались прежними. Алексей направился к вольеру Чики, его сердце замирало от волнения. Там он увидел, как обезьяна сидела на ветке, выглядела намного старше, но еще очень игриво. Словно почувствовав его присутствие, Чика вдруг вскочила с ветки и бросилась к сетке. Их глаза встретились, и в этот миг Алексей понял, что между ними снова возникла связь. Чика начала прыгать, издавая радостные звуки, и неожиданно встала на задние лапы, дотянувшись до сетки. Алексей тоже не удержался от радости, протянув руки к своей давней подруге. И тут произошло нечто удивительное. Как только Чика смогла добраться до него, она выскочила из вольера, обняла Алексея так, будто не видела его целую вечность. Они стояли, обнявшись, и Алексей не мог сдержать слез радости. Чика скакала около него, словно пыталась рассказать о своих приключениях за все эти годы. Сотрудники зоопарка, наблюдая за этой трогательной сценой, не могли сдержать улыбок. Это была не просто встреча двух старых друзей, это было доказательство силы истинной дружбы, которая преодолела время и расстояние. Алексей провел целый день с Чикой, рассказывая ей о своей жизни, и им казалось, что они и не расставались. Он вновь стал заботиться о ней, а Чика радостно принимала его внимание. Вечером, когда солнце стало клониться к закату, Алексей снова пообещал Чике, что он больше не уйдет и останется рядом с ней. Так, спустя столько лет, они вновь нашли друг друга, и этот момент навсегда остался в их сердцах, как символ надежды и любви, которые не подвластны времени. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где мои авторские истории выходят каждый день.